Мое первое свидание в эмиграции в Нидерландах я не забуду никогда. Скажу сразу, это не было уличное знакомство. Не по работе контакт, не по интернету, не по брачному агентству. Нет. С момента моего первого блиц-знакомства до первого свидания прошла, я думаю, неделя. Я не останавливаюсь сейчас на предыстории нашего знакомства, иначе это будет очень длинный рассказ. Я не знаю, как у вас, но у меня многие события в моей жизни имели причинно-следственную связь. Одно событие шло, переходило, вырастало в другое. Знаете, как бы так сказать, если бы вы не пошли по одной дороге, то вы бы не встретили кого-то на этой дороге. Либо если бы вы не сели в этот трамвай, то вы бы не вытащили бы свой счастливый билет. Ну, вы понимаете, о чем я. Каждый раз, когда я оказываюсь в магазине и я вижу шампиньоны, у меня появляется улыбка на моем лице. Если мы вместе с моим мужем в магазине, что случается редко, мы смотрим сияюще друг на друга, и кто-то из нас говорит «шампиньоны». Только мы знаем, что они для нас означают. Для других это обычный продукт на вечерний ужин или дневной суп. Итак, возвращаемся к моему первому свиданию. Я собиралась на свидание, что-то было в этом трепетное. Какое-то внутреннее напряжение, радость встречи, любопытство, интерес, какой-то внутренний задор. Но в то же время я была осторожна, относилась к этому осмысленно, критично, без рисования замков на песке. Оснований к этому у меня просто не было. Вы знаете, после долгого отсутствия свиданий и отсутствия опыта встреч, общения с голландцами-мужчинами, я не знала тогда, какой подарок, не подарок, а знак внимания, что купить, когда вы идете в гости к голландцу, к мужчине. И я спросила на работе пару коллег, так, невзначай, и они мне все в один голос посоветовали купить хорошую элитную бутылочку вина. С винного магазина в Рурмонде, Жан Берже. И этот винный бутик, он имеет очень давние традиции с 1862 года. У них собственное производство, средневековый погреб. Он имеет королевский знак отличия, знак Predicate of Court Supplier, который присуждается только тем компаниям, которые занимают видное место в своем регионе. Также существует 100 лет, либо 125 лет, либо кратное 25 лет. И сама компания должна иметь безупречную репутацию. И вот я пришла в этот элитный винный бутик. Кстати, такое небольшое замечание. Как вы уже понимаете, сами мое первое свидание проходило ни в кафе, ни в ресторане, ни в элитном замке со звездами Мишелен, а я была просто приглашена на обед домой. Вы знаете, я помню, когда я пришла в этот магазин после работы,
Это было где-то под вечер. Я объяснила ситуацию, что я иду в гости к голландцу, что я сама не пью вино, в винах не разбираюсь. И что бы вы мне посоветовали в моем случае? Вероятно, он слышал мой шармантный акцент. То ли я пыталась очень это все нечес, как говорят голландцы, объяснить ситуацию. Я увидела на его лице улыбку. То ли он что-то вспомнил из своей молодости. Это был пожилой человек, вероятно, хозяин этого винного магазина. То ли что-то я ему напомнила, я не знаю, он очень улыбался. Он задавал мне какие-то вопросы о вкусах человека, я ничего не могла сказать. Единственное, он меня потом спросил, на какую сумму я могу рассчитывать, в пределах какой суммы он мне может что-то посоветовать. Я ему сказала, что подарок может быть в районе до 50 евро. Итак, он подобрал мне хорошую бутылочку вина, ее красиво упаковал, пожелал мне удачи и счастья, и напоследок он мне еще сказал, и чтобы я за вино не переживала. Вот так я купила эту бутылочку вина. На тот момент у меня еще не было машины. Автобусное соединение было неудобным, и я вызвала такси, которое везло меня на новый этап в моей жизни. Все было, конечно, еще очень туманно и неопределенно. Мое сердце колотилось. Но радость встречи охватила меня. Я позвонила в дверь. Одним движением руки широко открылась дверь. И стоял он, харизматичный и улыбчивый. Единственное, что он мне сказал: «Дах, Елена, welcome». Вы знаете, я переступила порог, не прошло и 20 секунд. Я помню, мне какой-то внутренний голос сказал, то ли я сказала сама себе: «Я хочу в этом доме быть счастливой. Я хочу в этом доме танцевать». Я не знаю, что произошло, но аура этого дома, какая-то теплая аура исходила от него. Это трудно, вы знаете, это трудно объяснить словами, но я чувствовала какую-то теплую, светлую ауру в этом доме. Там дышалось легко и свободно. Может быть, я не знаю, я довольно-таки высокая. Вы знаете, там были высокие потолки, то ли что-то другое, то ли комбинация. Я не знаю, мне это трудно объяснить, но я чувствовала себя там легко, свободно, просто и уютно. Вот это было мое первое впечатление, как только я перешагнула порог. Меня ждал столик на двоих. Он был накрыт с большой любовью и вниманием. Я это подметила сразу. Чувствовалось, что он этому уделил внимание. Как он говорил сам позже, он готовил 4 часа на кухне. Правда, никаких цветов, никаких подарков не было. Об этом я уже как-то рассказывала в одном из моих видео, что голландцы не уделяют большого внимания цветам, подаркам при встречах, что цветы в Нидерландах покупают женщины себе сами. Итак, я села за стол. А вот что потом я увидела, меня привело в тихий ужас. Я к этому не была готова.
подается салат с сырыми шампиньонами. Говорю вам сразу, у меня аллергия от шампиньонов. Мой желудок выворачивается от боли, я их не ем. Боже, что началось со мной тогда внутри? У меня началась просто тихая паника. Я не знала, что мне делать. Я себе только говорила внутри: Боже, помоги мне, Боже. Я сидела и не подавала вида. Но я была в шоке. Я была просто в тихом ужасе. Сказать ему сейчас, в этот момент: извини, я это не ем, это не хочу. Какая реакция будет у него? Будет у него такой же шок? А будет ли вторая встреча? Спрашивала я себя. А вот ответа моего внутреннего голоса я не услышала. Его просто не было. Я решение должна была принимать сама. Слава Богу, на тарелочке было немного шампиньонов. Может быть, 2 или 3 тонко порезанных. Сверху было оливковое масло и, может быть, чуть-чуть лучок или петрушечка, что-то такое, зелень сверху. И я приняла решение начинать есть этот салат. Он меня все спрашивал: лекар, это вкусно? Я говорила: Эрлик, лекар, очень вкусно. Но это было не все. Это было только начало моих испытаний. Потом пошел суп. Как вы думаете, из чего? Из чего был сделан этот суп? Правильно, из шампиньонов. Это был протертый суп из шампиньонов. Правда, приготовленный собственноручно, а не готовый из жестяной банки. Нет. Он был вкусный, очень ароматный, топ. Я опять улыбалась. Как говорится, я улыбалась сквозь слезы. Между делом мы разговаривали. Мы разговаривали обо всем. Тактично задавали друг другу вопросы. Это был вечер, более похожий как хождение по хрупкому льду. Деликатное прощупывание друг друга. Он много рассказывал о себе, о жизни, о работе в Швейцарии. Коротко о разводе, о бывшей жене, о сыне, они живут в Шотландии, о его хобби, увлечениях, об искусстве, картинах Ван Гога и Рембрандта, его собственных картинах. Что-то смешное между делом. Он задавал вопросы мне: как я попала в Нидерланды, что-то из моей жизни в России, в каком статусе я нахожусь сейчас, что касается моей личной жизни. Где я работала, он уже знал. Вопросов не было. Но это и не было соллиситацией Хиспрег. Соллиситация Хиспрег – это разговор с работодателем по поиску работы. Это был непринужденный, проницательный разговор двух взрослых, серьезных людей с двумя разными характерами и разным менталитетом. После супа было подано главное блюдо. Как говорят голландцы, пилав, плов по-нашему. Но как вы думаете, с чем? Да-да, опять с шампиньонами. Боже, у меня живот похолодел. У меня выступил холодный пот на лбу. Но я продолжала стойко держаться и его есть. Вы знаете, плов был вкусный. Это была такая необычная комбинация плова с курицей, шампиньоны и аромат персика. Был порезанный персик на квадратике, консервированный персик,
И туда добавил он сироп персика. Он был вкусный, но там были опять шампиньоны. Он, конечно же, постарался, я ничего не могу сказать. Презентация была отлична, но в каждом блюде были шампиньоны. Вы знаете, а вы попробуйте. Очень элегантный мягкий вкус плова с добавлением сиропа и персика. Теперь я делаю всегда такой плов. Ну, конечно же, без шампиньонов. Наступило время десерта. Я сидела и молила Бога, чтобы там не было шампиньонов. Ура! На столе появилось мороженое. Это было мороженое Венето. Знаете, такое вкусное с прокладкой тонкого шоколада. Было полито шоколадным соусом. Этот десерт – это было мое спасение. Этим блюдом я насладилась, и я оттаяла окончательно. Ну, вы, наверное, себя спрашиваете, а как насчет выпивки, шампанского, вина, моей бутылочки? У нас этого не было. Он спросил меня, а что ты пьешь? Я говорю, честно сказать, я не пью вин. Период виски, ликера, джина, он остался в России. Если есть апельсиновый сок, хорошо. Если нет, минеральная вода. Он рассказал потом о своих привычках, что он тоже не пьет, он не любитель вин, хотя он знаток винного дела и винных погребов. У него был друг, который имел винный погреб в Швейцарии. Итак, между делом у нас был сок и минеральная вода. Потом было кофе, пиво, какой-то темный сорт пива, орешки, сухарики. Кстати, насчет моей бутылочки вина. Он сразу увидел качество. И он сказал мне, это дорогое вино, зачем ты тратилась? Это излишнее. Наш вечер подходил к концу. Пришло время для расставания. Никаких посылов мне не было дано на будущее. Все было ровно, тактично, взвешенно. Мы же не были пьяными, были трезвыми, как вы помните. Я говорю ему, мне нужно вызвать такси. Он вызывает такси, и я со своим русским менталитетом, как вы думаете? Я подумала, ну, нормально же он должен подойти к шоферу и заплатить за меня. Ну, у нас же вроде так принято. Нет, этого, милые дамы, не случилось. Правда, я помню, он что-то сказал, либо он отдаст их потом, что-то было сказано. Вот вы знаете, только потом, намного позже, я часто говорю ему и шучу, а ты мне должен еще 20 евро, а проценты растут. И вы знаете, мы всегда смеемся. Иногда он говорит, это был мой тест. Вот такие голландцы, милые дамы, делайте выводы. И так приходит такси, и я уехала на свою станцию в никуда. Все было очень туманно, неясно, без четких контуров, много вопросов, анализа. Я отходила от шампиньонов еще, правда, несколько дней. А главное, все было как в тумане. Потом, через пару дней, он позвонил и сказал, что он хочет взять тайм-аут. Тайм-аут на размышление, что он хочет по жизни, готов ли он на новые отношения. К тому времени он уже был в разводе 1,5 года. В своей же я голове, я помню, я дополнила его рассказ. Вероятно, у него уже кто-то есть, либо у него совсем другие планы, либо ему что-то не понравилось. Короче, я не накручивала себя, не фантазировала, не строила замков на песке, а только ему сказала: да, я уважаю твое решение и ценю, что ты открыто об этом говоришь. Очень ценю. И все.
А вот что было потом, это уже в моем следующем видео. Конечно же, между нами говоря, это был небольшой шок для меня. Урок. Урок моего первого свидания с голландцем. Это был мой первый опыт. Но я оценила прежде всего его открытость, порядочность, честность. И я сделала для себя выводы. Это был мой первый опыт свидания в Нидерландах. Я буду рада, если мой жизненный опыт кому-либо пригодится. Я буду рада, если вы найдете на моем канале для себя что-то полезное и интересное. Пусть это даже будет зернышко. А вот вырастет ли дерево из этого зернышка, зависит уже от вас. И будет счастье вам. Желаю всем мира, счастья и добра. И пусть у нас все будет хорошо. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Goed zo, schat. Heel goed. Ja, goed zo. It has just begun as she puts her hand in mine.